Друзья, ChatGPT часто ошибается, когда мы задаем ему логический вопрос. Как этого избежать? Как правильно писать промпты? Какие модели выбрать? Все это мы разберем в этом уроке. Ставьте лайки, подписывайтесь, советуйте канал своим друзьям. Таким образом, уроки будут выходить намного чаще. Погнали! Друзья, давайте попробуем решить обычную логическую задачу. У нас есть 4 человека, и нам нужно узнать, по какую руку от Анны стоит Бен. Мы задаем эту задачу в две модели 4.0 и O3. Мы видим ответ от модели O3 верный, а от модели 4.0 нет. Мы сейчас объясним, почему это происходит. В модели 4.0 стоит в приоритете скорость, и мы должны постоянно думать о том, что есть такие модели, которые нацелены на скорость ответа, не на качество ответа. Поэтому, задавая им логические задачи, они очень часто будут игнорировать момент подумать, да, потому что модель должна подумать перед тем, как выдать ответ. В моделях O3, мы их называем модели reasoning, они сфокусированы на то, чтобы сначала подумать над этим вопросом, разобрать его на этапы, и после этого уже выдать какой-то ответ. Поэтому вот на сегодняшний день у нас есть разные виды моделей. Неважно, какой продукт вы используете, всегда нужно понимать, что есть модели, которые более точные, они думают чуть дольше, и есть модели простые, они думают чуть быстрее. Поэтому качество вашего ответа будет зависеть напрямую от этих моделей. Я советую использовать модель O3, потому что любые модели, которые начинаются на O от чата GPT, они будут более умными, но они не будут креативными, они будут пытаться решить задачу, поставленный вопрос, что в 90% случаев то, что нам и нужно. Нам нужно решать какую-то задачу, искать какую-то информацию, и модель O3, она будет выдавать нам результат намного лучше, чем модель 4.0. Поэтому используем в наших уроках как можно чаще модель O3, и последующие модели, которые будут у нас работать на других уроках, это модель O4. В скором времени выйдет новая модель GPT-5. Она, скорее всего, будет работать по другим принципам, но эти модели еще останутся с нами на какое-то время. Для того, чтобы понимать, как работают модели в будущем, какие выходят новые апдейты, подписывайтесь на мой канал на YouTube, и самое главное, подпишитесь на Telegram-канал. Там часто будут выходить различные новости, лайфхаки, инсайты, а это позволит вам очень быстро адаптироваться к новым продуктам, и вы сразу же сможете их использовать на профессиональном уровне. Давайте посмотрим, какие существуют модели у чата GPT. Мы видим 4O, O3, O3 Pro, O4 Mini, O4 Mini High. Также есть другие модели GPT 4.5, 4.1. Я могу сказать точно, что нам не нужно использовать модель 4O. Почему? Потому что она уже устаревает, и ее скоро заменит модель 4.5. Модель O3 является стандартом, но совсем скоро выйдет модель O4. Модели делятся на подгруппы. Есть модель Mini и есть модель O4 Mini High. Это говорит о том, что она будет работать лучше с кодом. То есть, когда вы, в принципе, работаете с моделями, я бы сказал бы так. Для обычных задач используйте O3 либо O4 Mini High, когда вам нужно получить более быстрый ответ. O4 Mini High будет стараться все равно выполнить задачу чуть быстрее. Когда у вас есть время, вам нужно подумать и дать очень сложную задачу. Модель O3 Pro будет для вас самым лучшим вариантом. Я лично заметил такой инсайт, что когда вы даете обычную задачу модели O3 Pro, ответ очень похож на модель O3. Она просто дольше будет думать, но ответ очень схожий. Но если задача очень большая, вам нужно прочитать книгу, к примеру, и оттуда составить какое-то описание какого-то героя, к примеру, то O3 Pro справится намного лучше, потому что у O3 все равно есть ограниченный контекст. Она думает
очень хорошо, но не точно. O3 Pro, она более точная, она пытается заметить все нюансы и все детали. В бесплатных версиях и версиях Plus O3 Pro недоступна. Поэтому я очень часто использую модель O3 Pro для очень сложных аналитических задач, потому что она для этих задач подходит лучше всего. Для того, чтобы понять, как работают модели, особенно разные модели, мы зададим один и тот же вопрос двум разным моделям. Я взял бесплатную версию и платную версию, да, где мы можем использовать модель O3. Если мы посмотрим слева, это модель 4O, она очень быстро старается нам выдать ответ. Да, ее задача — это скорость. Где модель O3, если мы будем задавать этот вопрос раз за разом, она будет пытаться думать. И после этого будет выдавать нам ответ. Ответы могут быть похожие, либо различные. Но самое главное, что мы должны заметить дальше. Когда я задам модели 4.O тот же самый вопрос, где я работаю в платной версии, то она нам уже выдает другой результат. Почему это происходит? Для этого нужно посмотреть мой предыдущий урок номер 3, и настроить правильно систему. Когда вы настраиваете правильно систему, то перед тем, как выполняется вот эта вот команда, там есть инструкции, и в инструкциях строго указано, что модель, неважно какая модель, будет стараться выполнять задачу с тем моментом, что ей нужно подумать, да, перед тем, как эту задачу исполнить. Поэтому, в принципе, когда вы используете модели 4.O и модели O3, и задаете им обычные вопросы, используете правильные инструкции, они могут вам выдавать, в принципе, похожий результат. Но это будет только работать на простых задачах. Эти два примера должны вам дать наглядную информацию о том, как работают уже существующие модели. И что очень важно, настроить сначала свою рабочую среду перед тем, как работать с любыми моделями по искусственному интеллекту. Настройки здесь очень важны. Поэтому прочитать документацию, да, сделать какой-то свой ресерч на эту тему очень важно для того, чтобы получать очень хороший результат. Все это я лично делаю для вас в своем телеграм-канале и на YouTube-канале. Все будет больше и больше и больше уроков про то, как правильно настраивать ту или иную модель под определенные задачи. С этим мы будем с вами заниматься на протяжении всего времени. Следующий момент, который нужно объяснить, что модель работает с токенами. Что такое токены? Давайте разберем. Ребят, самое главное, не путать токены, которые вы используете в криптовалюте, с токенами, которые работают в искусственном интеллекте. Это абсолютно две разные терминологии, и их не стоит путать. Токен — это такая штука, что когда OpenAI выдает ответ, он пытается предугадать следующее слово, либо следующую фразу, и делает это в каком-то своем алгоритме. Он не предсказывает там слово какое-то определенное, он предсказывает какие-то определенные токены, да, и токен может быть либо там, слово целиком, если оно маленькое, да, может быть слово и предложение, может быть точка отдельно, да, вот мы видим, это все разные токены. Есть такая тулза, вот, у OpenAI, используйте ее для того, чтобы понять, как работают токены. Для чего это будет важно в будущем? Потому что модели, которые работают сегодня, они вам генерируют токены, да, и когда мы видим, столько токенов было сгенерировано, это не столько там букв было сгенерировано, да, там не столько было предложений, там цифры всего остального, а это именно токены. И вот эти вот токены, когда они генерятся, это и есть ваши ответы, да, на ваши вопросы. Потом дальше вы начинаете спрашивать вопросы по вашему предыдущему контексту. Допустим, если вы куда-то решили поехать, да, и хотите уточнить, есть ли в этом месте какие-то, может быть, геологические проблемы, возможно, там плохая погода, то он будет использовать предыдущий контекст, он создаст токены, создаст такую схему, таблицу, отправит ее обратно к
искусственному интеллекту, и он попытается вам сгенерировать другие токены. В принципе, его задача — это сгенерить те токены, которые будут максимально полезны для вас. Я думаю, что про токены мы с вами поговорили, это база. Мы к этому вопросу вернемся в следующих уроках, но вы должны знать, что такое токены, потому что без этого очень тяжело будет работать дальше. Дальше давайте попробуем сравнить модели, и для этого есть очень хороший инструмент. Когда вы работаете с различными моделями, возможно, вам уже сегодня понадобится чуть больше знаний, и если вы пытаетесь разрабатывать свои приложения, создав каких-то уже AI-агентов, то как работают модели, их стоимость и для чего они предназначены, является важным критерием. Давайте остановимся на этой теме прямо сейчас. У OpenAI есть такой инструмент, который позволяет вам сравнить различные модели. Я выбрал модель 4O, O3, O4, O3 Pro. Здесь можно выбрать разные критерии, по которым сравниваются модели, их стоимость и для чего они предназначены, что они могут делать. Да? Где-то можно использовать картинку, где-то можно делать запрос по картинке. Здесь также устанавливается их скорость. Да, это вот модель, я бы сказал, intelligence, да, интеллекта. И у всех есть так называемая цена токен на вход и токен на выход. Естественно, токен на выход будет всегда дороже, потому что этот токен, то, что AI будет генерировать, он больше всего будет использовать ресурсов. Как мы видим, модель O3 Pro является самой дорогой, потому что она больше всего думает, больше всего использует ресурсов для того, чтобы вам сгенерить более качественные токены. Поэтому задача наша на все последующие уроки — генерация качественных токенов. Токены могут генериться не только как текст, а как картинки, как видео, какие-то презентации, все вместе. Но не суть дела. Самое главное, мы генерим токены. И когда мы генерим токены, нужно понимать, что это не всегда одна цифра, там одна буква. Это серия цифр, серия букв. Регламент токенов, скорее всего, будет меняться в зависимости от модели. Если мы генерируем картинку, там будут одни токены. Если мы генерируем видео, там будут другие токены. Вот, ну, не суть дела. Самая основная задача — как сгенерировать более качественный токен. И для этого нам нужно писать правильные промпты. Следующую проблему, которую мы разберем с чатом GPT, это проблема вычислений. Часто такое встречается, что чат GPT очень плохо вычисляет обычные математические задачи. И какие-то модели с этим справляются лучше, какие-то модели справляются хуже. Когда вы делаете какую-то аналитическую работу, вам нужно посчитать конкретные цифры, проценты, вы загружаете огромное количество документов, и обратная связь от модели очень важна. Поэтому я вот лично не рекомендую использовать какие-то уже готовые решения без должной проверки. Вы должны подготовить хороший такой датасет, который поможет вам проверить данные. Про датасеты пройдет у нас разговор в следующих уроках, что это такое, для чего они нужны. Но сейчас давайте разберем наглядный пример. Мы видим примеры, когда нужно отнять одно число от другого. Да? И видим здесь уже два разных ответа. Здесь используется модель 4O, здесь используется модель O3. Дело в том, что когда мы разбирали с вами токены, и там есть такой нюанс, что когда модель пытается вам выдать правильный токен, он догадывается, он пытается догадаться, да, какой следующий будет токен. Вот модель 4O очень часто пытается быстро выдать вам результат, предугадав токен. И поэтому здесь ответ, он неверный. На модели O3 он не пытается быстро выдать вам результат, он пытается решить задачу всеми возможными ему путями. В данный момент он создал код. Мы видим здесь какой-то код, да, в какой-то программе, даже, возможно, внутренней.
и он выдал правильный ответ, он перепроверил сам себя. Поэтому, когда вы используете AI и не получаете достоверную информацию, а самое главное, ошибочную информацию, про то, что я говорю постоянно в каждых роликах, это и есть главный ключ к тому, чтобы правильно использовать AI. Я слышу очень часто такие фидбэки, обратную связь, что AI еще не сильно хорош. AI не умеет работать с какими-то данными. Все это абсолютно, я бы сказал, чепуха. AI умеет работать с большими данными, умеет их хорошо обрабатывать и делает это отлично. Просто нужно научиться пользоваться этим инструментом. Одна модель заточена под то, чтобы вам выдать быстро классный ответ, и там не нужно задавать математические какие-то вопросы. Возможно, вы хотите с ней просто поиграть, да? Вы хотите подумать, поразмыслить с ней, чтобы она дала вам какие-то интересные идеи. А другая модель, как модель O3, они заточены за то, чтобы выдавать вам верные результаты. Они используют под своим, скажем так, капотом множество других разных моделей и особенностей, уточнений для того, чтобы задача была выполнена максимально точно. Поэтому очень важно выбирать модель для той либо иной задачи. Все модели, которые мы будем использовать в этом уроке и в последующих уроках, другие посторонние модели, которые мы не будем разбирать в этом курсе, а весь анализ этих моделей мы будем выкладывать в Telegram-канале. Я также буду снимать на это отдельные ролики, поэтому обратите на это очень большое внимание. Разные промпты работают с разными моделями совершенно по-разному. Другая важная особенность каждой модели, как они работают с файлами и особенно с картинками. Также заметите очень большую разницу, и мы сейчас наглядно посмотрим на одном из примеров, что работа с файлами и работа с картинками, с какими-то данными абсолютно разная, с разными моделями. И вот для таких задач, это уже более сложная задача, нужно еще более четко выбирать правильную модель. Давайте посмотрим на наглядный пример. На экране вы видите диаграмму. И я попросил модель 4O сделать репрезентацию этой диаграммы вот в таком формате. И модель O3. И как мы видим, модель 4O справилась намного хуже. То есть у нее есть ошибки. А модель O3 сделала результат отличный. Самое главное, обратите внимание на текст field, да, вот он здесь выдал очень правильный результат, точный результат, а здесь он, естественно, этого не сделал. Еще раз обратим внимание на то, что работа с искусственным интеллектом в первую очередь заточена на то, чтобы правильно выбрать модель, правильно ее настроить. И для того, чтобы это сделать более грамотно, нужно прибегать вот к таким экспертным урокам, лекциям, для того, чтобы вы могли ознакомиться с нюансами. А нюансы также есть и в модели O3, и в модели O3 Pro. Мы не будем в этом уроке на них тратить наше время. Мы их разберем в последующих уроках. Но самое главное, когда у вас есть какая-то задача, если вы не знаете, какую модель использовать для этой задачи, напишите просто комментарий под этим уроком, и я попытаюсь ее разобрать. Какой-то, возможно, сложный кейс, который у вас есть. Вот. Но, как я уже говорил, нужно использовать все модели, которые начинаются с буквы O, O3, когда вы используете OpenAI для задач, которые связаны с аналитикой, с точными вопросами, с точными ответами, и они, скорее всего, будут очень точны. Для модели 4O подходят задачи более простые, где вам нужен какой-то быстрый ответ, опять что-то связано с какой-то креативностью. Друзья, мы подобрались к главной нашей теме, как правильно составлять запросы к чату GPT. Что для этого нужно и как эти запросы выглядят. Сейчас я покажу вам такой сложный пример, и мы его разберем детально. Но хочу забежать вперед. Не всегда сложные запросы будут хорошо отрабатывать в различных моделях. И я объясню почему.
Друзья, давайте посмотрим на экран, и у нас здесь снова две модели, 4O и O3. Но сейчас нам интересен именно промпт. Это профессиональный промпт. Задача этого промпта — найти информацию, как нам изучить английский язык лучшим способом. Значит, что главное нужно видеть в этом промпте? Все задачи, которые самые основные, которые вы хотите сделать, они должны быть выделены вот такими вот знаками. То есть сначала вы определяете какой-то алгоритм действий, потом пытаетесь как-то словами описать, да, в данный момент мы хотим всегда промпту задать какую-то роль. Роль позволяет оперативно для модели внутри выбрать те токены, которые вам больше всего подходят. Если вы ищете какую-то информацию по поводу науки, либо истории, там, напишите, что вы историк, если вы ученый, напишите ученый в какой области, это очень сильно изменит, скажем, выдачу токенов вам как результат. Дальше опишите вообще предмет, что вы хотели бы найти, либо какую задачу сделать. Вот, к примеру, если я там учитель английского языка, сделайте, пожалуйста, выборку по каким-то известным инструментам, которые позволяют быстро, эффективно там выучить английский язык. Можете задать какой-то контекст и избежать каких-то ошибок, чтобы лишний раз LLM туда не забегала, да? К примеру, если вы там, студенты, вам 11-12 лет, это одно. Если вам уже 18+, это другое. Какой у вас уровень английского языка, какой-то хотя бы контекст, чтобы он понимал, какие ресурсы ему анализировать. Вот. Также мы не будем сейчас в констрейт заходить. Важен очень момент формата, как выдавать. Я советую всем делать вот такую выборку, чтобы искусственный интеллект дал какое-то общее описание. По общему описанию вообще станет понятно, есть ли смысл дальше читать его выдачу. Иногда уже по этому описанию понятно, что, скорее всего, он сделал что-то не так, и нужно промпт переделать. Вот, дальше пускай он составит лист каких-то выборок из того, что он нашел, как-то попытается их как бы дать им рейтинг и в правильном расположении их вам отобразить, чтобы вы могли понимать, что вот эта информация, которая номер один, она для вас, наверное, более или, навероятно, более важная. Вот, возможно, если у вас там выборка из 100, да, каких-то лист-айтемов, то вы до последнего и не доберетесь. Вот. Дальше очень важно посмотреть, что будет success критерий. Что это такое? К примеру, вы должны здесь указать, за какое время вам нужно делать выборку. Это на самом деле достаточно важно, потому что если вы ищете какие-то исторические данные, то понятно, что вам нужен год, какая-то определенная дата, либо историческая личность. Вот. Дайте какой-то минимальный критерий, там, пускай выдадут там, не менее 12 предложений, да, или не меньше 12 инструментов, чтобы LLM не пыталась сделать свою жизнь легче, а продолжала искать. То есть давайте более сложные задачи. И, естественно, на каких ресурсах вы бы хотели бы, чтобы искал LLM те либо иные задачи, да, то есть, возможно, если это бесплатный LLM, он будет выбирать свои какие-то ресурсы более простые, которые может проанализировать намного быстрее, потому что он заточен сделать свою работу быстро, не качественно. Поэтому то, что может обработать быстро, то он и поставит в приоритет. Но все равно вот эта вот формула, вот этот вот запрос поможет уже хоть как-то определить, хоть какие запросы можно проигнорировать. Давайте посмотрим на выдачу. Да, у нас вот есть общая информация, да, у нас есть предметы, айтемы, да, на которые стоит обратить внимание. Вот это, в принципе, правильная выдача. Вот. Вы можете заметить, что это бесплатная версия, и вот с таким вот промптом она уже отрабатывает намного лучше, чем вы просто зададите какой-то обычный вопрос. Теперь посмотрим на модель O3. Она, видите, отработала аж 2 минуты, и здесь, скорее всего, результат ответа более качественный. Вот, и ресурсы, про которым она прошлась, они будут, скажем так, намного лучше, потому что их анализировать намного сложнее. Поэтому я все равно рекомендую вот для таких запросов использовать модель O3, хотя сейчас уже говорят, что не нужно писать такие большие промпты. Модель O3 может сама, в принципе, сделать какую-то хорошую выдачу и, в принципе, понять, что вам нужно. Я с этим пока не сильно согласен. Вот. Это мое личное мнение.
все равно бывают нюансы, когда нужно модель O3 поправлять, это занимает много времени, и вот такой структуризированный промпт помогает всегда выдать правильную информацию в том формате, в котором я хочу. Это просто сохраняет время. Давайте разберем следующий запрос. Это тот же самый запрос, как эффективно изучать английский язык, но в конце я добавил уточнение. Задай мне вопросы, чтобы лучше выдать результат. Это, в принципе, то же самое, что я показывал чуть ранее. Там я уже какие-то вопросы сам себе задал, и на них ответил, потому что я уже, в принципе, знаю, какой ответ я хочу. Если вы, в принципе, только разбираетесь в какой-то теме, я советую всегда делать именно так. Потом отвечать на вопросы и продолжать работать с чатом GPT. Если честно, то в таких моделях, именно такого вида вопросов, можно, в принципе, работать и в модели 4O. Потому что, когда вы задаете уточняющие вопросы, модель 4O начинает больше и лучше думать. Ей нужно чуть больше контекста. И это самый главный инсайт. Для модели 4O, да, для каких-то моделей нужно очень много контекста. К примеру, перед тем, как спрашивать какие-то вопросы про какую-то статью, вам нужно сначала эту статью загрузить. Иногда это нужно делать и в модели O3, если эта статья там недоступна. Но, скорее всего, O3 сможет ее как-то там найти. Ну, допустим, этих статей совершенно нет в интернете, то он, скорее всего, попросит вам эту статью загрузить. И при том он попробует это сделать сам. Он скажет: загрузи, пожалуйста, статью. Я не понимаю, что мне анализировать. В 4O он попытается иногда что-то сам придумать и сделать вам какой-то ответ. Поэтому уточняющие вопросы после вашего запроса очень важны. Это поможет вам, в принципе, сделать вот именно тот промпт, который я описал чуть ранее. Поэтому применяйте эту практику уже, в принципе, сегодня. Если вы только новичок, вы только начинаете использовать чат GPT, это прям отличная практика для вас. Каждый раз просите чат GPT задавать вам уточняющие вопросы. Дальше есть такая техника, называется Zero Shoot Prompting. Она заключается в том, что модели как O3, как я уже ранее говорил, могут сами давать хороший результат. Но с этим есть достаточно большой нюанс. Если бы я просто бы спросил, как мне нужно учиться водить машину, да, без даты, то, скорее всего, бы модель 4O выдала бы мне не очень хороший результат. Тут проблема достаточно такая, может быть, серьезная, потому что в таких вот Zero Shoot Prompting вы должны, скорее всего, догадываться о правильном ответе. Вы хотите, чтобы было какое-то уточнение. Если вы чего-то не знаете, и вы не знаете вообще, какой должен быть ответ, я бы эту технику бы даже и не использовал. Вот посмотрите, например, даже с моделью O3, она почему-то решила, что я хочу учиться водить машину в Канзас-Сити, Миссури. Да, я даже такого запроса и не делал. Поэтому я не очень люблю вот такого рода запросы и не думаю, что они будут работать и в будущем очень хорошо. Все-таки уточнения должны быть, если вы профессионально используете этот инструмент. Поэтому можете его попробовать, да, только с моделями O3. Да, только с моделями O3, возможно, вам этого и будет достаточно для каких-то обычных запросов. Никогда не используйте такого рода, скажем, практики с моделями 4O. Следующий кейс — это когда мы хотим при запросе «расскажите мне о Франции» дать какой-то пример. Здесь я специально привел какие-то абстрактные данные, в каком формате я хочу получить свой обратный ответ. Вот, в принципе, две модели справились неплохо. Разница заключается в том, что для модели 4O вы можете дать несколько примеров. Иногда, если у вас там какой-то большой лист, ему действительно 2-3 примера просто будет отлично. Если, допустим, вы кроме population, да, популяции, да, сколько живет людей во Франции, хотите еще там 20 или 30 разных критериев. Для модели O3 чем меньше примеров, тем лучше. Это новый стандарт. Так модель O3 лучше думает. Одного примера ей достаточно. Вот в этом как бы самая главная разница.
Такую практику можете использовать, можете загружать какие-то аналитические документы, да, придумать формат, в котором вы хотите получать то либо иные данные, да, возможно, какие-то вычисления. И здесь эта вот практика будет работать отлично с моделями O3. Да, ну, можете попробовать с моделями 4O на ваше усмотрение. Друзья, следующий пример достаточно простой. Вы можете спросить, как правильно составить промпт для той либо иной задачи. Я думаю, он для вас будет основополагающим. Его можете уже пользоваться прямо сейчас, и он будет работать намного эффективнее, чем вы будете сами учиться писать хорошие промпты. По крайней мере, это будет такое самообразование. Да? Единственное только, что я хочу заметить. Опять же, возвращаясь к уроку 3, настройте правильно чат GPT и используйте модель O3 для этой задачи. Вот. И потом он будет выдавать вам вот такие вот хорошие результаты. В данный момент я попросил написать промпт, какое место выбрать для путешествия в декабре 2025 года. Вот. Потом этот промпт можно будет скопировать в разные модели, да, в разные продукты и пробовать получать уже какой-то хороший результат. Поэтому, если вы не знаете, как правильно написать промпт и не хотите даже об этом думать, просто спросите у модели O3 и любой другой модели, которая начинается на O. Наш урок подошел к концу. Я думаю, это очень хорошие инсайды для тех, кто только начинает использовать чат GPT. В просторах интернета есть большое количество курсов. И я каждый раз говорю о том, что не стоит за них сейчас платить. И я объясню почему. Буквально год назад, когда только вышла первая модель O1, сразу же 2-3 дня спустя вышли какие-то определенные курсы, как правильно писать промпты под эту модель. Я начал их использовать и на самом деле не получал какого-то хорошего результата. Через какое-то время уже университет, всем известный, выпустил свои курсы. Это был бесплатный абсолютно курс, как правильно использовать модели O1, reasoning модели. И посмотрев именно этот курс, я уже научился писать промпты уже на очень хорошем, серьезном уровне. Поэтому, когда вы покупаете курсы по искусственному интеллекту в 2025 году, и, скорее всего, в следующем году тоже, и 10 лет спустя, они не имеют никакого значения, потому что пройдет какое-то время, и вся информация, она просто устареет. Поэтому я еще раз прошу настоятельно, подписывайтесь на канал, расскажите о канале вашим друзьям, знакомым и коллегам, потому что здесь я буду выкладывать информацию, которая соответствует сегодняшнему времени. Курс по промпт-инжинирингу, который я сейчас выпускаю, соответствует действительности на август 2025 года. Как только появятся какие-то значимые изменения, я сниму новый ролик и вам расскажу об этих инсайдах. Действительно, с моделями O3 не нужно сильно заморачиваться с промптом. Можно попросить модель O3 задать уточняющие вопросы, попросить за вас написать промпт, и для многих задач это будет более чем достаточно. Да? Как правильно проанализировать ваш документ. Вы загружаете документ, он оттуда достает всю нужную информацию, попросите его задать уточняющие вопросы, и, скорее всего, вы получите уже какой-то грандиозный ответ. Вот. Более сложные промпты, которые вы видели, да, где я говорил про роли, про контекст, про формат выдачи, мы будем учиться писать чуть позже. И, скорее всего, вы не будете писать эти промпты своими руками. Это пишут за вас другие агенты. Тему агентов, да, тему более, скажем так, кастомизированных решений мы будем проходить в последующих уроках. Чем быстрее вы подпишетесь на мой канал, и мы соберем 100 тысяч подписчиков, тем раньше я выложу эти курсы. Почему это важно? Потому что всю информацию, которую я рассказываю вам, она совершенно бесплатна. И ваша обратная связь — это ваши лайки, это ваши комментарии, это информацию, которую вы распространяете на моем канале в социальных сетях, помогает мне получать обратную связь. Я четко понимаю, какая у нас есть аудитория, для какой аудитории нужно снимать те либо иные ролики. Поэтому если я вижу, что аудитория уже находится на уровне того, что нужно
давать более серьезные уроки, я буду давать более серьезные уроки. Более простые уроки для начинающих, они также и останутся. Я также буду продолжать их снимать. Я всегда стараюсь все донести обычным языком. Если вам что-то было непонятно даже в этом уроке, либо в предыдущих уроках, пожалуйста, оставьте комментарий, и я уже сниму тогда отдельный ролик и попытаюсь более четко и подробно объяснить ту либо иную тему. Также хочу заметить тему токенов, как работают LLM-модели. Мы будем проходить позже. Очень часто я вижу в курсах очень серьезную ошибку, когда начинают рассказывать абсолютно новым людям даже в технологиях, как работают модели. Да нет смысла, как эти модели на самом деле работают. Более того, люди, которые преподают эти курсы, они сами до конца не знают, как эта модель работает. Все, что мы знаем на сегодняшний день, что эти модели работают с большим, огромным количеством данных, и они просто умеют очень хорошо выдавать качественные токены, только когда мы их обучаем, уже прям известно, да, на качественных данных. Сейчас борются все за качество. Как только будет понятно, как эти модели 100% работают, я вам расскажу. Какие-то азы по машинному обучению. Уже такие запросы у меня поступали. Я также расскажу чуть попозже. Когда у нас наберется 100 тысяч подписчиков, у нас добавятся на канал профессионалы в каждой сфере, и они будут более подробно рассказывать узкоспециализированным специалистам, как применять те либо иные инструменты. Мы будем разжевывать все по деталям. Поэтому подписывайтесь, даже если вы еще не считаете себя профессионалом, но в будущем планируете заниматься искусственным интеллектом на профессиональном уровне, этот канал вам пригодится. Основная задача этого канала — распространять информацию по искусственному интеллекту бесплатно, потому что когда большое количество людей начинает использовать искусственный интеллект правильно, они получают хороший результат от него, тем самым технология становится лучше. И мы можем дальше переходить на более сложные темы. Помимо агентов, помимо создания новых, скажем, моделей LLM, да, там, нового чата GPT, существует огромное количество проблем и задач, которые мы сможем решать вместе, как аудитория. Поэтому мое сообщество, мой телеграм-канал именно для этого. Чем больше у нас будет профессионалов, чем больше у нас будет людей, которые используют искусственный интеллект, мы сможем с вами делать какие-то масштабные проекты вместе. И это будет интересно. Все, всем пока, до нового урока.